Друзья, приветствую вас на канале Human to Human, и сегодня у нас в гостях Ли Таисия Сергеевна, кандидат медицинских наук, врач-пульмонолог, астмолог, председатель правления Краевого отделения педиатрического респираторного общества и член Европейского респираторного общества. И сегодня мы поговорим на очень интересные и актуальные темы, которые касаются бронхиальной астмы и хронического кашля у детей. В каких ситуациях можно заподозрить бронхиальную астму? Что делать, если у ребенка хронический кашель и всегда ли он означает наличие бронхиальной астмы? Чем отличается астма у детей и у взрослых? На эти и другие интересные вопросы вы узнаете ответы в нашем ролике, так что смотрите до конца, не переключайтесь. Ну и, пожалуй, Таисия Сергеевна, начнем с вами с самого такого частого вопроса, который задают подписчики наши в том числе. В чем может быть причина хронического кашля у ребенка? Всегда ли причиной является бронхиальная астма? Всем добрый день. Кашель, наверное, является самым частым проявлением всех заболеваний органов дыхания. И среди болезней органов дыхания есть острые и хронические. Так вот, хронический кашель, когда он длится более 3 месяцев, и он может быть как при бронхиальной астме, только его характер несколько отличается от кашля при других заболеваниях. И он может быть при врожденных болезнях, например, врожденные пороки развития, при наследственных заболеваниях, таких как муковисцидоз. И если брать врожденные наследственные болезни, то кашель и по времени возникновения, и по характеру он другой абсолютно. Таисия Сергеевна, а скажите, вообще врожденные вот такие проблемы, болезни, связанные с хроническим кашлем, они часто встречаются или нет? Ну, конечно же, Ксения, нет. Врожденные заболевания и наследственные составляют менее 1% в общей популяции детей. А вот что касается астмы, это хроническое аллергическое заболевание бронхов, и встречается оно довольно часто. На сегодня статистика говорит, что болеют от 10 до 15, в некоторых странах до 35% детского населения. Мгм. Таисия Сергеевна, а скажите, вообще в каких ситуациях можно заподозрить бронхиальную астму? То есть что об этом может говорить? Хорошо. Бронхиальная астма проявляться может у детей любого возраста. На сегодня нет ограничений по возрасту, чтобы поставить такой диагноз. То есть, если все симптомы укладываются, этот диагноз правомочен даже у ребенка до года. Как правило, какой кашель? Это сухой, приступообразный. Чаще всего беспокоит в ночное время и зачастую сопровождается приступами удушья. Иногда родители слышат свистящее дыхание на расстоянии. То есть, если родители вникают в диагнозы, то ребенку очень часто ставят диагноз обструктивный бронхит. Вот он повторился 1 раз, 2 раза, 3 раза. Это может быть связано и с вирусной инфекцией, потому что маленькие дети склонны давать обструкцию. Но если есть аллергическое заболевание у самого ребенка или у родителей, у родственников, тогда мы говорим о том, что есть врожденная предрасположенность к аллергической патологии, и должны ребенка обследовать для того, чтобы подтвердить или исключить этот диагноз. Таисия Сергеевна, я правильно понимаю, что если у кого-то из моих родственников есть бронхиальная астма, то у меня она тоже может быть, да? То есть, Но нет, это совершенно не обязательно, потому что если у родителей есть, у мамы бронхиальная астма, риск, конечно, может быть более высок по сравнению с рождением того ребенка, у матери которой нет заболевания. Просто когда есть аллергическое заболевание у родственников, то есть склонность к развитию аллергических заболеваний у ребенка. И я вот вам статистику говорила, если больны оба родителя, то есть они имеют аллергическое болезнь и папа, и мама, то риск реализации в потомстве будет составлять более 80%. А вот если больна мать, риск реализации 60%. Но если мама об этом знает, и она предпримет все меры для того, чтобы аллергены не вызвали болезнь, то тогда, в принципе, болезнь может и не реализоваться. Таисия Сергеевна, а я вот слышала, что если ребенок часто вообще простывает, болеет ОРВИ, то у него больше риска развития бронхиальной астмы. Это правда или нет? Ну, здесь очень сложно однозначно ответить, потому что здесь могут быть два момента. В одном случае часто болеет, и родители думают, или педиатр думает, что у него простуда, хотя он болеет без повышения температуры. Он просто
кашляет, у него часто инфекция спускается в нижние дыхательные пути, и часто возникают обструктивные бронхиты. Это один вариант. И тогда мы должны думать об аллергической природе. То есть нет температуры, нет интоксикации, а есть аллергия среди родословной, то есть наследственности. А когда ребенок просто часто болеет с температурой, с интоксикацией, и он заражается в детском саду, понятно, что это больше вирусная инфекция. И здесь нам поможет характер течения заболевания и поможет понять, это похоже на астму или нет, ответ на лечение. То есть что помогает ребенку в нормализации состояния. Или тогда, когда он получает противовирусную терапию, или наоборот препараты, которые купируют аллергическое воспаление. Мгм. Ну, то есть лечение кардинально разное, да, в той и в Конечно. другой ситуации оно отличается. А вообще отличается астма, ну, ее проявление, течение у взрослых и у детей? Есть какая-то разница? Конечно, разница есть, потому что на сегодня установлено, что астма может иметь разную природу. Их несколько фенотипов и по характеру клинических проявлений. Но у детей, у 90% детей астма, она аллергическая. А что касается взрослых, у взрослых она может быть, иметь разную другую природу. И у взрослых она может начинаться не в детском возрасте. То есть если это взрослый с аллергическим вариантом астмы, это может быть начало в детском возрасте и продолжается во взрослом. Но среди взрослых есть большой процент астмы неаллергической, которая требует, но совершенно другого подхода. И по клиническим проявлениям, естественно, будет разница в протекании болезни. Например, у взрослых есть астма, которая плохо контролируется на фоне ожирения. Или астма с поздним дебютом. Ну, наверное, об этом не стоит говорить, поскольку наша аудитория в основном, наверное, детская. То есть у детей провоцирует обострение астмы в основном контакт с каким-то аллергеном. И если мы устраняем контакт, то мы предупреждаем вот эти обострения бронхиальной астмы у ребенка. А вообще астма это приговор, это же вроде как диагноз на всю жизнь. Некоторые боятся его очень сильно, и можно вроде как и умереть, задохнуться, это страшно. Ни в коем случае к астме надо относиться как к обычному банальному ОРЗ. Почему? Потому что на сегодня известно воспалительное происхождение заболевания, и все успешно лечится. Если брать 18, 19, 20 век, начало 20 века, да, на самом деле боялись, потому что не знали точно, как лечить и как контролировать заболевание. Была высокая инвалидизация, была смертность не только среди взрослых, но и среди детского населения. А вот когда мы стали лечить с использованием международных рекомендаций Джина, то все стало на свои места. То есть не стало такого количества инвалидов, это казуистика, не стало смертей среди детей. Поэтому если выполнять все правильно, назначать адекватные медикаменты и создавать условия, чтобы не было обострения, это все в руках родителей, самих пациентов, то все можно контролировать и очень успешно. И человек будет вести абсолютно здоровый, нормальный образ жизни. Спасибо, Таисия Сергеевна, за такой развернутый ответ. А я вам раскрою небольшой секрет. Таисия Сергеевна сейчас готовит очень интересные материалы, открывает школу для пациентов, страдающих астмой, прежде всего для ребятишек она предназначена. И как раз там очень подробно будет говорить о том, как взять астму под контроль, как избежать ошибок в лечении. Поэтому, если вам интересно и вы не хотите пропустить анонс, то можете поставить плюсик в комментариях, и мы обязательно вам скинем ссылочку, когда уже школа будет запущена. Друзья, спасибо вам за внимание, спасибо, Таисия Сергеевна. Если у вас какие-то вопросы остались, то, пожалуйста, задавайте в комментариях. Таисия Сергеевна на них поможет ответить, да, потому что я все-таки некомпетентна в том, что касается бронхиальной астмы. Поэтому я думаю, Таисия Сергеевна с этим поможет. Ну и спасибо вам, друзья. Подписывайтесь на наш канал. До новых встреч!